Готовлю песочное, легкое, простое и очень вкусное печенье. Когда остынет, похрустывает, а пока теплое, очень нежное. Можно использовать любое варенье, джем, можно яблоки потушить или сделать творожную начинку. Тогда печенье не будет таким хрустящим и будет более сочным. Выглядит изысканно, а готовится очень просто. Беру одно яйцо, добавляю 60 грамм сахара, иногда беру половину, 30 грамм, чтобы не было так сильно сладко. И взбиваю венчиком до растворения сахара. Затем щепотка соли и мука, которую добавляю 2 приема. Пока 200 грамм. Ваниль или ванильный сахар и 10 грамм разрыхлителя перемешиваю с мукой. Теперь добавляю сливочное масло 100 грамм. Из холодильника чуть подогрела в микроволновке. С таким же успехом можно использовать растительное масло без запаха 100 мл. Перемешала и еще добавляю муки 100 грамм. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше, в зависимости от размера яйца. Теперь начинаю вымешивать тесто рукой. Просто собираю тесто в комок. Долго вымешивать не надо. Тесто получается нежным, мягким и не липнет к рукам. Делю тесто на 3 части. И пока буду заниматься начинкой, можно отправить в холодильник, но это не обязательно. Я буду использовать сливовое варенье. Оно у меня неоднородное, попадаются кусочки поменьше и побольше. И чтобы можно было размазать тонким слоем по тесту, я измельчаю варенье погружным блендером. И добавляю к варенью 1 чайную ложку крахмала, у меня картофельный. Так жидкое варенье при выпечке не будет растекаться. Первая начинка готова. Теперь раскатываю первый кусочек теста прямо на пергаменте. Стараюсь получить прямоугольный пласт. Очень тонко не раскатываю. Надо миллиметра 2-3. Тогда с тестом будет удобно работать. Варенье размазываю тонким слоем и при помощи пергамента складываю печенье. Сначала одну сторону, а потом на него вторую. Получается вот такой рулетик. Для выпекания укладывать надо швом вниз. Если тесто раскатано не очень тонко, то перекладывать рулетик совсем не сложно. Раскатываю второй кусочек теста на этом же пергаменте, рядом с первым рулетом. Выкладываю тонким слоем сливовое варенье, а еще сверху добавляю совсем немного свежую лимонную цедру. Натираю прямо на варенье. Это сочетание мне очень нравится. Цедра придает неповторимый акцент. А теперь без помощи пергамента заворачиваю одну сторону рулета, а вторую при помощи пергамента. И укладываю рулет рядом с первым, тоже швом вниз. А вы на канале готовим с вами вместе. На третий раскатанный пласт теста тонким слоем выкладываю яблочное варенье. Оно, так же как и сливовое, мое домашнее. Оно густое, поэтому крахмал не добавляю. Тесто раскатывала прямо на столе. И теперь при помощи шпателя или лопатки, приподняв тесто от стола, аккуратно заворачиваю его в рулет. Также при помощи шпателя сначала одну сторону, а потом аккуратно вторую. А чтобы перенести рулет на пергамент и уложить швом вниз, подкладываю шпатель под рулет с одной стороны, а второй рукой беру рулет с другой стороны и переворачиваю на пергамент швом вниз. Выравниваю рулет на пергаменте, и если образовалась какая-то дырочка, просто закрываю тестом. Сверху рулеты можно наколоть. Таким образом при выпечке будет образовываться меньше трещинок. А теперь, приподнимая пергамент с рулетами, завожу под него противень. Отправляю в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. Печенье нарезаю горячим. Остывшее оно будет сильно крошиться. Можно украсить сахарной пудрой. Получается простое, красивое, вкусное, нежное, тающее во рту печенье. Попробуйте приготовить. Это просто и вкусно. Спасибо, что досмотрели мой рецепт до конца.
А если понравилось, поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Так это видео увидит больше людей. И напишите в комментариях, понравилось вам печенье или нет. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!